Добрый день, не, нормально. Добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова канал «Все обо всем» с Владимиром. И сегодня у нас новый объект. Новый объект. Нужно сделать забор. Сейчас я вам покажу объем и масштабы работ. Здесь получается, здесь порядка 9 метров. Здесь около 5 метров. Там 4 метра. И ворота 4 метра. Сама это общая получается длина. Наша задача забор выдвинуть и выровнять с тем сараем. Сарай сделать 90 градусов. 90 градусов с домом. Выйти на 7-ю штакетину забора. Получается, где-то на метр мы его отнесем. Ну и вот где-то у нас примерно вот эта точка. Сейчас будем делать разметку. Пробовали делать, чтобы делать симметрично с домом. Получается, оно не будет ровно, потому что сарай уже сделан, немножко нарушена симметрия, и получается он не пропорционально дому, и поэтому так не получается. А чтобы пропорционально сараю, вот 90 градусов, мы вот, получается, выдвигаем где-то на 1,5 метра, выдвинем, вот эта метка, и выходим на седьмую отметку, на 7-ю штакетину. Вот это сюда мы где-то примерно выйдем. Ну, соответственно, старый забор мы трогать не будем. Впоследствии, когда забор поставим, будем демонтировать. Ворота будут открываться наружу. Соответственно, калитки не будет. Засовы тоже будем делать, ставить внутренние засовы. И еще здесь получается перепад больше метра, и получается, что нам надо будет делать 3 лесенки. 3 лесенки где-то с расчетом, каждая лесенка на 3. Да, забыл сказать, что зашивать будем профлистом. Делать забор, заливать фундамент, копать столбы, будем закапывать, потом проливать ленту фундаментную. И забор будет профлиста. И получается, вот каждая лесенка по 3 листа, здесь 9 метров, 3 листа, 3 листа и 2 листа. Ну вот, а сейчас мы более точно будем вымерать. Сейчас мы угол, получается, разбираем угол, чтобы он нам не мешал, чтобы сделать ровно разметку. Забор, конечно, хлипенький. Будем этими старыми досками с них монтировать опалубку. Ну, потому что так не с чего. Будем армировать опять же опалубку. Я думаю, планирую 3-4 дня на все на это. И длина 22 листа мы взяли, 22 листа. Ну, это, соответственно, где-то получилось около 20 метров. Погон 20 метров. Так что, я думаю, за 3-4 дня мы уложимся. Ну, все. Оставайтесь с нами, наблюдайте, как это все будет происходить, за всеми нашими успехами. И обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, жать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а мы погнали дальше. Погнали работать, ребята. Так, ну вот, даем отметочки. Раскинули разметку. Вот так это будет выглядеть у нас. Потом пошло и на это. И по уровню стрельнули. Получается перепад. Получается вот по этой вот крайней целый метр. Выходим на самый конец земли возле сарая. А здесь целый метр, вот вы видите. И сейчас будем думать что-то с лесенкой. Как делать лесенку, чтобы так красиво смотрелось. Так. Ну вот ворота. У нас тоже уже разметка тоже дадена. Будем. Ребята заканчивают и будем прокапывать фундамент, ленточку. Перестраховываемся на воротах, даем еще отметку водяного уровня, потому что земля настолько получается мягкая вверху, что даже можно загнать в землю штырь
рукой. Вон, видите? Рукой загоняешь. Так. Вот перепад. Здесь где-то полметра. Ну а там мы выходим. Давай на эту вот тоже, может, Игорь, тоже померяем. Ну. Давай. Выше. Орешь? Ладно. Вот, видите, целый метр. Целый метр перепад. Давайте палку. Ну вот, приступили к земляным работам. Покапываем траншею под опалубку. И как всегда нам везет, начался дождик. Уже одну полоску выкопали. Теперь туда стартуем. Так, ну дождик нам помешал, но выкопали канавы под фундамент. Уже осталось фундамент только установить. Ой, опалубку установить. Еще поедем, потому что реально уже немного намокли. Завтра продолжим. Ребята уже уехали. Все. Так, ребята, вот сегодня немножко вроде солнышко выглянуло. Привезли мы уже песка, бетономешалку, тачку. Разгрузились. Думаю, этого песка должно хватить на всю эту заливку. Будем сейчас демонтировать забор, чтобы взять доски на опалубку, что досок нету. Найдем выход из положения. Так, ребята, насверлили дырок. Игорь пока насверлил, тут пропустил что-то по столбам. Массивные на 250, а те на 100. Так, пока Игорь сверлит, мы сбиваем с Лешем щиты со старого забора. Такие щиты на опалубку уже сбили. Торцовываем, ровненько состыковать, чтобы ничего не протекало. Ну и будем устанавливать. Бетономешалку тоже привезли с тачкой. Вот, выставили столбы в уровень с опалубкой. Крайний столб тоже проставили. Мы их пролили, крайний этот не проливали, что трамбанули в уровень. А эти мы пролили, чтобы они схватились. Немножко, ну немножко, хорошо пролили, чтобы схватились, а потом будем арматуру вязать. Как бы водичкой зашибись, пролили хорошо. Блядь, доски гнилые, хлопается. Ладно, как-нибудь зальем. Так. Ну вот, сегодня на сегодня как бы мы закончили объем. Ну, планируем 2-3 дня, как работать будем, как погода. Мы это все закончим. Так, ребята, сегодня опять дождь, опять нам мешает, работать, но ничего, смотрите, опалубка выставлена, столбы мы пролили, уже мертво стоят. Провязали арматуру тоже провязали
по контуру. Сейчас вот здесь будем провязывать. Сейчас будем здесь провязывать, а Леша начнет заливать там с той стороны. Уже будет опалубку заливать. Этот стол тоже мы уже уровень забетонировали. Воротные столбы. Сейчас и сюда тоже забетонируем. Выставляем ямки не маленькие. Выставляем и заливаем. Так, ну начали мы проливать уже. Бля, кельму оставить в лагуне, ё-моё. Ладно. А, взял? Я, блин, ну взял, в машине лежит, я же, видишь, как подъехал, кого вообще выкинул, а так и в руках же. Проливаем. Так, еще надо ставить трубу. Здесь вот стек получается. Канавка. Сейчас отрежем трубу, вставим внутрь, чтобы где-то вот так вот она была. Ну и здесь столбы надо то же самое. Сегодня мы прольем ту сторону, а это уже потом. Так, ну вот мы залили позавчера. Леша уже арматуру, трубу уже раскинул. Ну и опять там остатки не хватило у нас залить. Вернее, не то, что не хватило, дождь помешал. Сегодня вот решили это все до конца пролить. Уже все увязано. Сделали такой отлив. Вот, аккуратненький получился у нас. Связали с домом перфоратором, зарубили в стену, в отмостку, мертво реально связали. Ну и сегодня тоже опять дождь. Ну я думаю, сегодня уже прольем мы это остатки, чтобы нам к цементным работам не возвращаться. Но вот сварочная уже как получится. Так что будем пробовать дальше заливать. Даже не пробовать, а заливать. Уже контур вырисовывается забора. Так, ну вот пролили и эту часть фундамента. Здесь тоже такой отливчик сделали. Водостек. Вот так как-то получилось. Пошел парням помогать эти концы торцевать. Торцовываем, тут они запотлятся. И верхушки тоже подмечал. Тоже поторцевать. Тебе нормально, а там сзади поторцевать придется. Так, ну вот уже контур вырисовывается. Сейчас парни докрашивают, доваривают. Сейчас я пойду красить. Ну, везде все прокрутили, вернее проварили. Все проварили. Сейчас и я красить пойду.
парни будут ворота варить. Так, ну вот уже даже прокрасили одну часть. Уже подготовили под листы. И здесь довариваем. Немного переварили. Сначала на лед скинули, а сейчас вовнутрь запустили, потому что ворота будут открываться наружу. Поэтому пришлось переделать и прожилье пустить наружу. Ой, вовнутрь. Вот так вот. Залили, покрасили, вернее, дал дождь покрасить. Да, покрасишь сейчас. Так, сварили ворота, но не успели доварить петли. Дождь помешал. И докрасить осталось. Осталось петли докрасить. Чуть повыше взяли, чтобы потом еще здесь дополнительно лист прикрутим, кусочки листов, чтобы щели как бы не было. Так, снимаем опалубку. Так, сняли опалубку, более-менее землю выровняли, подровняли. Ворота тоже сварили. Такую вот штуку прибомбили, засов. Внизу будет тоже землю. И тут. Так, и тут тоже штакетину тоже уже накрутили, подрезали, догнали. Тут надо еще чуть копать. Решил я по второму разу красочкой пройти. Потому что вчера немножко дождь моросил. Уже для закрепления, чтобы основательно было классно, четко. Лед и ворота подчищает. Эту вот тоже уже покрасили одну створку. Осталось вторую покрасить. Здесь тоже все четенько получилось. Так я говорю, может, сверлышко давай. Начали крутить листы. И ворота уже тоже закончили. Сейчас осталось подкрасить второй раз. Так что, сверла? Что, у тебя сверло есть? Не, на работе. Не надо. О, уже сделали. Пошли дальше лесенку делать. Ворота наши сохнут. Выходим на финишную прямую. Так, ну вот, зашили одну сторону. Так вот получилось у нас. Ворота сохнут. Завтра за полдня мы ее добьем. Так вот. Смотри, получается. Так, ну вот сегодня уже доделываем. Набросали листы. Вот так вот на ворота набросали. Сейчас будем их прокручивать, чтобы уровень. Минимизировали щель. Ну а здесь по створкам получается вот так. Потому что по-другому не так. Хозяева попросили, чтобы открывалось на полную ширину створки.
А если на полную ширину, то мы хотели зарезать, чтобы одна петля была. Но они попросили, пусть на больше, чем на 90 будет открываться. Ну а чтобы больше, чем на 90, ворота должны открываться. А если бы мы это вот зарезали, это зарезали, соединили, тут щели бы вообще бы не было. Но ворота открывались бы только на 90 градусов, а на 90 сказали мало. Просят, чтобы открывались больше. Поэтому пришлось сделать вот так. Здесь как бы есть щель, здесь щели как бы нет. Итак, мы дошли до конца. Дошили полностью до стены забор. Здесь мы тоже так вот стыковали со штакетником. Все закрутили. И остался у нас один момент, нюанс. Это попросили вот эту вот дырку заделать. По максимуму нарастить. У нас лист один остался. Мы сейчас разрежем на 4 части. И нарастим сколько можно. Ну вот, может, сантиметров 20 точно можно будет нарастить. Сейчас вот нарастим, и на этом мы заканчиваем. Так. Вот смотрите, сделали такие 25 сантиметров с листа, вырезали кусочки и опустили вниз. Опустили слишком вплотную. Хозяйки тоже говорили, что нельзя вплотную, потому что промерзание и снег будет заламывать вот эти куски. Ну, как говорит хозяин барин. Ну и так вот получился этот забор. Так что на этом это у нас заканчивается. Так, отливчик. Вот такой отлив получился, чтобы вода не скапливалась. Вот такое чудо природы получилось у нас. И мы собираемся. Закончили объект. Итак, дорогие друзья, ну вот мы закончили нашу работу. Как говорится, надо новую начинать. Так что, ну, нюансов там, конечно, тоже было. Было, конечно, определено местоположение. несостыковки. Сарай там мешал. Уклон слишком большой, ступеньки делать. Но, в принципе, как говорится, сделали. Ну, сейчас еще в плане вот тоже есть еще дом один с сайдингом. Есть еще одна крыша. Ну, я не знаю, будем ездить смотреть, потому что реально очень мало времени, чтобы помогать людям. Ну, по возможности будем. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а с вами, как всегда, Владимир. До новых встреч. Все, ребята. Пока-пока.